Расскажу вам, как найти время на себя, если ты жена и мама. Это на самом деле боль огромного количества женщин. Я сама мама двоих детей, и мне самой это знакомо. Я вам расскажу, что помогло мне. Давайте представлюсь кратко, кто меня не знает. Я психолог Наталья Корнеева, это канал про отношения. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Многие мамы ощущают, что они крутятся как белка в колесе. Помните фильм «День сурка», где каждый день повторяется одно и то же? И действительно, роль мамы и жены очень сильно истощает женщин. И самое главное, что здесь важно понять, не столько физически. Физически мы способны на самом деле на много, иногда даже на большее, чем предполагает вот такая домашняя семейная жизнь. Многие женщины истощаются именно от чувства ответственности и того, что нужно все проконтролировать. Наша эмоциональная нагрузка, она не менее энергозатратна, чем физический труд. И если вы сможете на время отключать необходимость все контролировать и на время отключать в мозге вот это, осознание своей ответственности, делать такие как бы паузы, передышки, отпуск от ответственности и контроля, то вам станет существенно легче. И здесь еще очень важно знать, что вот это чувство усталости – это эмоциональное выгорание. Именно так оно и ощущается. У эмоционального выгорания есть две стадии, так скажем, легкая и уже запущенная. И вот на этой легкой стадии, когда сон только начинает нарушаться, когда вы ложитесь в кровать и какие-то мысли прям в голове, но потом все-таки вы засыпаете, на вот этой легкой стадии действительно вот такие передышки, паузы, отдых, они помогают, это факт. Поэтому рекомендация, казалось бы, простая, но дальше скажу, почему у многих не получается ее выполнить. Рекомендация. Берите паузы. Найдите себе какого-то помощника, которого можно на время подключать, оставлять детей, написать, например, список на несколько дней, что должно быть сделано, и не контролировать это. Поверьте, все как-то выживут и без вас. Рекомендация, казалось бы, простая, но многие, правда, не могут это сделать. Почему? У меня тоже это не сразу получилось. Первое время я находила таких помощников, но мне казалось, они все делают неправильно, они все делают хуже, чем я. Все, мои дети пострадают от того, что что-то не так. Поэтому, если у вас аналогично, вам очень поможет заметить, что есть какая-то в вас привычка поведения себя перегружать. У большинства людей это есть, к сожалению. Из-за особенностей, как нас воспитывали, в какой семье мы жили. Редко у кого семьи, правда, прям совсем идеальные. Многие люди думают, что их детство было хорошим, идеальным, просто потому что не умеют отличать действительно хорошие отношения в семье и именно к ребенку еще в том числе эмоциональный теплый контакт от не очень здорового. Поэтому многие люди не осознают, что что-то было не так. Не так, значит, оно повлияло каким-то образом на ваш характер, на вашу способность получать удовольствие от жизни, вовремя отдыхать, не перегружать себя, чувствовать заранее, когда вы вот-вот и уже перегорите. Многие этого не умеют. И здесь очень важно осознать. Допустим, у меня есть такая привычка, мы в психологии, в методе EMDR, в котором я работаю, называем это слово паттерн поведения. Можно говорить проще, привычка поведения. У меня есть такая привычка поведения перегружать себя, быть как ломовая лошадь. И если я себя не перегружаю, я как будто потеряна, не знаю, что делать. Ты хочешь играть со мной? Обычно такое вскрывается и осознается в ходе длительной психотерапии. Поэтому, если у вас не получится это заметить, ничего страшного, так бывает. Но поверьте, если бы вы были человеком, который не склонен себя перегружать, вы бы не перегружали себя. Если вы себя перегружаете и чувствуете, что устаете, значит, вы же себе эту усталость организуете. То есть вы можете сказать, с маленькими детьми, там, работа, домашние дела, но вы же в свою жизнь это добавили. Поэтому отдыхайте, именно беря вот такие, знаете, отрезки, как бы паузы. Я 3-4 месяца побуду женой, мамой, а потом на неделю куда-нибудь уеду.
или не уеду, но все переложу на кого-то. Думаю, я что, зайка? И эти паузы помогут вам даже на стадии ну, относительно легкого эмоционального выгорания. Ну ты моя красавица. Ну а если уж выгорание совсем запущенное в серьезной стадии, то и по возможности, если есть такая возможность, организуйте себе психотерапию. Это вещь очень полезная. Знаете, как спортом всем рекомендуют заниматься, так и психотерапия была бы полезна всем, но ну, ты меня соблазняешь. Но не у всех есть возможности, я это понимаю, не у всех есть даже внутренняя готовность, не у всех есть финансы на это, не все могут встретить психолога, который им подходит, нравится, это очень важно. Тогда, если вдруг выгорание совсем запущено, то помимо того, что вы возьмете паузу и отдохнете, вам важно каждый день добавлять какие-то маленькие радости и научиться вкраплять в свой день маленькие дополнительные порции такого отдыха. Например, передайте всю нагрузку мужу на 1 час. Сядьте, не знаю, так просто на диване, в кресле, ну так, чтобы вот рядом никого не было, в отдельной комнате. Нет отдельной комнаты на улице, на лавочке, в кафе. И просто постарайтесь отключить голову. Скажите сами себе, вот этот час я не жена, не мама. Я просто там назовите свое имя, например, если я скажу, я Наташа. Я просто ничего не делаю. И попробуйте включиться в то, что происходит рядом. Если это дом, диван, потрогайте, какой материал подушки, он вот так ощущается. Как она пахнет? А запах вот такой, а стены, ой, какой стены, какой котик, какая киска. Если вы в парке на лавочке, просто понаблюдайте, как люди ходят, просматривайте их, без оценки, без суждения, без мыслей. Просто вот эти вот вкрапления маленькие моментов, когда вы здесь и сейчас, они будут очень хорошо вам помогать выходить из эмоционального выгорания. Желаю всем, чтобы у вас получилось разгружать себя. Поставьте лайк, пожалуйста, видео, если вам понравилось. Пишите комментарии, они для вас открыты. Захожу, читаю, стараюсь с вами общаться, отвечать. И до встречи в следующих видео.